Как-то раз мне рассказывали историю про человека, который так сильно храпел, что от него ушла жена. Но только когда в один чудесный день из дома сбежала кошка, мужчина понял, что от храпа нужно избавляться. Обычно именно те, кто живут рядом с храпуном, и становятся инициаторами похода к врачу. Обычно приходят мужчины с супругами и жалуются супруга, не он. Также такие пациенты отмечают, что у них страдает качество сна. Их на протяжении всего дня беспокоит сонливость, вялость. Они засыпают в любом положении днем, просыпаются, не почувствовав себя бодрыми. Возможно, жене того самого несчастного человека нужно было всего лишь научиться пользоваться берушами, и проблема была бы решена. Но у храпа есть одно очень-очень опасное осложнение – апноэ – остановка дыхания во сне. Человек может не дышать целую минуту, и такие паузы нередко приводят к остановке сердца или кровоизлияниям в мозг. Это очень характерные звуки. То есть пациент спит, и на фоне храпа возникает остановка дыхания, человек не дышит. Несколько секунд, бывает до минуты. Потом резкий вдох, то есть это звуковые эффекты достаточно выраженные. Резкий вдох, и далее начинает опять храпеть. Если вы заметили такие симптомы у кого-то из ваших близких, немедленно ведите его к отоларингологу. Храп лечится. Самый надежный способ избавления от храпа – хирургическое лечение. Но чтобы операция была эффективна, врачам нужно точно знать, какие именно нарушения вызвали этот самый выразительный храп. Причин достаточно много. Помимо патологии воспалительных заболеваний полости носа и патологии анатомического строения глотки, имеются еще патологии со стороны сердечно-сосудистой системы. Есть проблемы гипертрофии язычной миндалины, есть проблемы в центральной нервной системе. Вот как раз полисомнография позволяет определить, на каком уровне возникает храп. Для проведения полисомнографии человеку нужно поспать одну ночь в клинике. Затем следует эндоскопическое исследование полости носа и гортани. И только после комплекса обследований врач решает, каким образом можно избавить пациента от храпа. Если у пациента нет каких-то проблем именно в центральной нервной системе, нет центрального генеза возникновения храпа, центрального генеза возникновения остановки дыхания, то, конечно, хирургия даст положительный результат. В первую очередь у пациентов, имеющих патологию со стороны носа и пазух. То есть если там имеется искривленная перегородка носа, полипы носа, увеличенные носовые раковины, то в первую очередь здесь, конечно, нужно провести хирургию. А вот уже операции на небе, на небные занавески, здесь, конечно, уже нужно смотреть. Есть пациенты с очень избыточным весом, вес которых превышает 110-120 килограмм. Хирургия не очень эффективна будет у таких пациентов. То здесь уже советуем различные приспособления, всякого рода маски. Это специальные аппараты, которые подсоединяются к пациенту. Они, в общем-то, переносные, небольшие. То есть таким образом мы убираем остановку дыхания, апноэ, и убираем храп. Храпуны, возьмите этот сюжет на заметку, ведь вы не только мучаете себя и близких, но еще и еженочно рискуете своей жизнью. Многопрофильный лечебно-диагностический комплекс «Медгард», лечение храпа, восстановление носового дыхания, удаление полипов, лечение гайморита без прокола носовых пазух, малотравматичные эндоскопические технологии. Многопрофильный лечебно-диагностический комплекс «Медгард». Телефон 260 76 76. Клиник много. Медгард 1.